Всем привет, с вами Марти, и сегодня мы поговорим про Bullpup пушки, причем не только страйкбольные, но и боевые. Я расскажу, какие они бывают, в чем их плюсы и минусы, а также поясню свою позицию, почему я считаю AUG лучшим страйкбольным приводом компоновки Bullpup. Изначально это видео задумывалось как обычный обзор моего AUG, но в процессе подготовки я нарыл столько интересной информации про Bullpup оружие, что решил поделиться с вами хотя бы основными моментами. Тема реально очень объемная и интересная, но давайте по порядку. Ровно 3 месяца назад я анонсировал проект по тюнингу моего AUG, но из-за мировой пандемии сами знаете чего, и в частности карантина в Краснодаре, за все это время с мертвой точки проект так и не сдвинулся. Но в комментариях вы продолжали требовать от меня видео про AUG, поэтому я решил сперва снять данный ролик с общей информацией, а уже в следующем видео я сниму подробный обзор моего AUG вместе с тюнингом. Для начала разберемся, что такое Bullpup. Если коротко, то Bullpup — это схема компоновки оружия, в которой спусковой крючок вынесен вперед и располагается перед магазином. Такая компоновка позволяет уменьшить общую длину оружия на 20-25 см при сохранении длины ствола. Например, у AUG длина ствола такая же, как у М16, примерно 510 мм, но за счет компоновки Bullpup автомат удалось сделать значительно короче. Многие думают, что Bullpup автоматы и винтовки это что-то ультрасовременное, но нет. Первые рабочие образцы, выполненные по данной компоновке, появились еще в начале 20 века, и это были обычные магазинные винтовки с ручным взводом. Но из-за неудобной перезарядки в серию они так и не пошли. А вот что касается полноценных Bullpup автоматов, ну или же штурмовых винтовок, то их эра началась уже после окончания Второй мировой войны. И одним из первопроходцев в этой сфере в некоторой степени был Советский Союз, где сразу после войны было разработано несколько опытных моделей, в частности автоматы Коровина и Коробова. Да, вот такие странные пушки вполне могли стать основным стрелковым оружием Красной Армии, но только вот военных они не впечатлили, да и на испытаниях показали себя не очень, в отличие от автомата Калашникова. Но если вы считаете, что эти пушки выглядят слишком футуристично, то посмотрите на дальнейшие разработки конструктора Коробова, которые он предложил в начале 60-х, и которые скорее похожи на инопланетные бластеры, нежели на советские автоматы. И как вы, наверное, понимаете, несмотря на всю свою нанотехнологичность, требованиям реального боевого применения эти пушки не отвечали, потому советские военные их и отвергли. А вот что касается современных российских силовых структур, то Bullpup автоматы отечественного производства на вооружении иногда встречаются. Самый известный это, конечно же, ОЦ-14 «Гроза», дико распиаренный и перехайпленный благодаря компьютерной игре Stalker. Хотя, если судить по отзывам реальных пользователей, пушка получилась, мягко говоря, на любителя. И это неудивительно, ведь «Гроза» это всего лишь Bullpup-версия автомата АКС-74У. Из более современного можно выделить крупнокалиберный автомат АШ-12 под особый патрон 12,7 на 55, а также некоторые варианты АК, переделанные под компоновку Bullpup по заказу бойцов некоторых спецподразделений. Что касается последнего, он тоже успел засветиться в шутерах, например, в игре «Калибр». С автоматом АК-105 в компоновке Bullpup можно побегать, играя за оперативника Ворон, входящего в состав российских сил специальных операций. Он может стрелять на ходу с повышенной точностью, позволяя быстро сближаться с противником, что делает его отличным выбором для динамичных городских боев. Сражения с другими игроками проходят в формате 4 на 4, где каждому отведена своя роль. Боец поддержки, снайпер, штурмовик и медик. Тут не получится в одиночку уложить вражеский отряд, придется поработать в команде. Причем от режима к режиму стратегия и тактика ведения боя будут отличаться. Например, в новом PvP режиме «Взлом» необходимо защищать свой сервер, а затем хакнуть вражеский. За участие в этом режиме зарабатываются жетоны, которые можно выгодно потратить на опыт, камуфляжи, а самое главное на штурмовика Плут, который вооружен автоматом А545. Да-да, тот самый конкурент Калашникова. Регистрируйся по ссылке в описании и получи неделю премиума для
для быстрой прокачки, а также 25 тысяч кредитов, которые можно вложить в покупку своего первого оперативника. Играй с умом и удачи в бою! С российскими и советскими пушками мы разобрались, переходим к наиболее известным зарубежным образцам. И первое, что нам приходит в голову при слове «Bullpup», это, конечно же, австрийский Steyr AUG, который, кстати, стал первым полноценным Bullpup-автоматом, принятым на вооружение, и это произошло в 1978 году. За это время AUG получил огромную известность и широкое распространение по всему миру. Помимо австрийской армии, в качестве основного оружия его используют армии Австралии, Ирландии, Новой Зеландии и некоторых других, а также множество отдельных ведомств и спецподразделений многих стран. Несмотря на свой почтенный возраст в 40 с небольшим лет, а также множество модернизаций и модификаций, концепция платформы AUG не сильно-то и устарела, и на данный момент этот автомат остается довольно востребованным как в силовых структурах, так и у частных лиц. Пожалуй, вторым по известности в мире Bullpup-автоматом является французский FAMAS, который появился примерно в те же годы, что и AUG, на рубеже 70-80-х годов. Визуально эта пушка многим очень нравится, и мне в том числе, но на деле, кроме французской армии, FAMAS почти никто в мире не использует, потому что автомат получился с некоторыми конструктивными недостатками, которые невозможно исправить никакой модернизацией. И даже сама французская армия несколько лет назад решила отказаться от FAMAS и полностью перейти на немецкие штурмовые винтовки Heckler Koch 416. Примерно та же история произошла и с английским SA-80, или же по армейской терминологии L-85. Только вот судьба этого Bullpup-автомата сложилась еще более печально, чем у французского собрата. Пушка получилась тяжелая, несбалансированная и ненадежная. Кроме того, штатная L-85 оказалась просто непригодной для левшей из-за торчащей затворной рукоятки, которая во время стрельбы с левого плеча непременно била бы стрелку по зубам, в отличие от AUG и FAMAS, у которых затворная рукоятка располагалась спереди на цевье, и была возможность выбрать окно для экстракции гильз слева или справа. Думаю, теперь вы понимаете, почему кроме самой Великобритании ни одна армия в мире не захотела закупать эту штурмовую винтовку. И даже британские спецподразделения типа САС напрочь отказались от использования L-85 в пользу не самой надежной, но проверенной М4 и ее аналогов. Что касается более современных моделей, которые успели получить более или менее широкую известность, то к ним можно отнести израильский TAR-21 и бельгийский FN F2000. Обе этих пушки довольно широко используются в спецподразделениях, а также состоят на вооружении армий нескольких стран в качестве основного стрелкового оружия. Сюда можно было бы добавить еще и P-90, но это все-таки скорее пистолет-пулемет, а не штурмовая винтовка, и ему я собираюсь посвятить отдельный обзор. Когда-нибудь. На самом деле в мире еще полно моделей Bullpup-автоматов, но в основном это либо переделки автомата Калашникова, либо образцы, сделанные под конкретную национальную армию, так что я не вижу особого смысла их даже упоминать. Но те штурмовые винтовки, что я привел выше, существуют и в страйкбольном варианте, поэтому их я решил использовать в качестве примера. Насчет основного преимущества Bullpup оружия, а именно уменьшенной длины, думаю, всем понятно, так что поговорим о недостатках, а их, кстати, немало. Многие ошибочно полагают, что Bullpup автоматы изначально созданы для более удобной работы внутри зданий, но это не совсем так. Меньшая длина необходима в первую очередь для удобства десантирования, например, из бронетехники. Все же с коротким автоматом делать это куда удобнее, чем с длинным веслом наподобие М16. А вот что касается работы внутри зданий, тут большинство Bullpup автоматов не очень-то и удобны. Да, они заметно короче, что дает ощутимый бонус в тесных помещениях, но огромным минусом является расположение затвора и окна экстракции гильз, которое расположено около лица. И если вы, допустим, правша и стреляете с правого плеча, то все нормально. Но стоит вам перекинуть оружие на левое плечо, как в лучшем случае вам в лицо полетят гильзы и пороховые газы, а в худшем случае вы получите по зубам затворной рукояткой.
И этой проблемы лишены лишь некоторые самые современные автоматы компоновки Bullpup, например, бельгийские FN F2000 и P90. У первого гильзы вылетают в передней части цевья, а у второго выпадают снизу. И да, я знаю, что на некоторых Bullpup автоматах, в частности на TAR-21, штатно установлены специальные отражатели для гильз, а для ауга их можно купить отдельно на гражданском рынке. Но все равно приятного мало, когда гильзы вместе с пороховыми газами вылетают у тебя прямо перед лицом. Кроме того, не будем забывать и о риске детонации патронов в патроннике. Такое возможно с любым оружием. И если детонация произойдет возле лица, то вероятность получения травмы будет намного выше. Если же говорить об эргономике, то огромным минусом Bullpup автоматов является отсутствие какой-либо возможности изменить длину приклада. Вам придется работать с тем, что есть. Но максимум, что вы сможете сделать, это приколхозить на тыльник накладку, чтобы слегка увеличить приклад. А вот что-то вроде телескопических прикладов вы на Bullpup никак не поставите, в отличие от автоматов с классической компоновкой, например, АК. Думаю, теперь вы понимаете, почему большинство спецподразделений предпочитает оружие именно с классической компоновкой, а не Bullpup. И это в первую очередь относится к тем спецам, которым часто приходится выполнять реальные боевые задачи, а не только фоткаться и стрелять по картонным мишенькам. Все, с реальным оружием мы закончили. И наконец переходим к ответу на вопрос, почему я считаю ауг самым лучшим приводом компоновки Bullpup, а также почему это одна из самых недооцененных платформ в страйкболе. Во-первых, какой-нибудь китайский ауг стоит относительно недорого. Например, мой ауг А2 от Snowwolf сейчас обойдется где-то в 10-11 тысяч рублей. Примерно столько же или даже дороже стоят цимовские калаши. И в базовой комплектации такой ауг вполне играбелен. Во-вторых, этот привод неплохо сбалансирован. Если брать версию со стандартным стволом, то центр тяжести у него располагается в районе рукоятки и лишь слегка смещен назад, что делает этот привод невероятно удобным даже при удержании одной рукой. Третье преимущество ауга — это надежные прочные магазины с неплохой вместимостью, а также интуитивно понятная и довольно быстрая перезарядка. По удобству и скорости я бы сравнил ее с перезарядкой приводов М-серии. Причем перезаряжать ауг можно разными способами, как со сбросом магазина, так и применяя так называемую административную перезарядку. Четвертое преимущество — это простота конструкции и быстрая разборка, которая по факту в разы проще, чем у любого другого привода. Это достоинство страйкбольный ауг унаследовал от боевого прототипа. И пятое, наверное, самое значимое достоинство — это простота ремонта и тюнинга, потому что внутри находится стандартный гирбокс третьей версии, такой же, как на приводах АК-серии. Да, там есть пара уникальных деталей, в частности голова цилиндра и нозл, но достать их не проблема. То же самое относится и к камере хоп-апа. Но об этом мы более подробно поговорим в следующем видео. На этом все. Можете поддержать меня лайком, это абсолютно бесплатно. Подписывайтесь на канал и на мои соцсети. Все необходимые ссылки в описании к видео. Всем удачи и будьте адекватными.